Здравствуйте, дорогие друзья, всем привет, с вами как всегда Леха Hardplay, и у нас 10 самых страшных видео в мире, новая подборка, решетка 11 от канала Zombie Chess. Наши любимые, страшные или не очень, это решать уже вам, но в предыдущей подборочке, кстати, были пару моментов, которые вызывают у меня определенные подозрения. Спасибо, кто подписывается на канал, видосы сейчас будут выходить каждый день на протяжении всего месяца, вот такой вот себе челлендж, короче, придумал, да, а вы, короче, ставьте лайк, а я каждый день видос, а вы лайк, а вы каждый день, и все, и в 16:00 по московскому времени каждый день видеоролик. Так что все, давай поехали, все, смотреть Zombie Chess, ты там лайк, комментарий, а я тебе видос. Каждый день, как из пулемета сейчас начнется. Строчилово, да. Поехали. Оп. Следующее видео, да. На бэйби-камеру. На бэйби-камеру. В спальне, где мать и ее дочь My baby спят bones. вместе. Ага. Камера нужна для того, чтобы присматривать за своим ребенком, когда тот остается один в комнате. Согласно комментарию, в котором содержится Это называется не бэйби-камера, а называется радионяня. Вот, бэйби-камера. Смотри, придумали название. более подробная информация об этих кадрах. Бэйби-камера. Камера была куплена по другой причине. Недавно девочка говорит своей маме довольно странные вещи, упоминая мужчину, которого она время от времени видит в своем шкафу, и говорит... Вдруг из маминой из спальни кривоногий и хромой дядя Сережа. Так, ладно, тихо. Тихо, у нас серьезная передача. Чат меня смешит. Говорит такие вещи, как «Я боюсь, потому что он здесь». Мать начала внимательнее присматривать за дочкой, но в этих кадрах происходит что-то, что заставило ее однажды ночью держать ее подальше от этой комнаты. Когда она спит в постели дочери, происходит это. Я не пойму, вы что за семейка из Питера, чи откуда? Осуждаю, кстати, если что, сам себя, да. Что за бас-бустеры на микрофоне? Насмотрятся свои телевизоры. Насмотрятся вот этих вот всяких вот, да, вот этих вот... Слово сложное, почему-то всегда с матом у меня связано. Вот этих вот, не могу никак по-другому не сказать. Ну вот этих вот непорядочных людей, да, которые, да, мы, давай, да. Вот, потом не спим. Я тоже раз посмотрел, больше телевизор уже 2 года не смотрю. Да, нечего там смотреть. Проснувшаяся мать сразу замечает что-то на потолке, и только через несколько секунд, когда ее дочь издает пронзительный визг, она понимает, что она не единственная, кто видит это. Охваченная страхом, она быстро обнимает и успокаивает дочь, и выбегает в другую комнату. Что же там было на потолке? В следующем видео произошло Мать, у меня плюс фобия теперь начинается. странное со мной во время прямого эфира. Посреди леса я обнаружил заброшенное подземное помещение. Вероятно, это Так, вот это интересно, поехали. был огромных размеров бункер. Внутри я обнаружил огромное количество помещений, от спальных комнат, командных пунктов. Кстати, говорят то, что если, ну, мы всю неделю с вами будем вот так ну, выпускать, там, да, вот эти вот всякие, да, там, вещи, там, и вот это все начнется, да, то, говорят, и авторские ролики, да, начнут чаще выходить, да, вы там лайки начнете ставить, там, все дела, ну, как в старые добрые, да, а там, глядишь, и до заброш книг далеко, пу-пу-пу, да, уже все готово, кстати, да, так что осталось только раскочегарить и поехали, как из пулемета начнется, да, я готов, кстати, я операцию сделал, я теперь дышу, я сильный, я мощный, я могу, да. И до медчастей. Что было? Произошел жуткий момент. Смотрите. Чего? Это происходило, когда я решил запустить прямой эфир. В одной из комнат сам по себе без причины упал предмет.
Вот я никогда вот так вот не боялся. Сколько по заброшкам ходил, вообще страх отсутствует. Каждый раз, да. Предупреждаю, говорю, я с оружием. Если здесь есть кто-то, выходи. Да, абсолютно. Как это произошло, непонятно. Этому я был не рад и решил стремительно оттуда свалить. Но то, что начало происходить дальше, вы в это не поверите. Я был бы рад опубликовать это продолжение здесь, но YouTube такое не пропустит. Короче, надо посмотреть будет, да. Все началось с кадров с камеры видеонаблюдения, снятые внутри ее кухни. Что по звуку, а? Интрига продолжается и во втором видео, где Сидни рассказывает о душераздирающем инциденте, свидетелем которого стала ее сестра, когда она присматривала за детьми в их доме столетней давности. Столетней Смотрите, давности. что будет дальше. Liam, come here. Liam, right now. What is happening? Okay, I'm calling your mom. Just stay right here. Другие видео Сидни... Нужен эффект неожиданности. Нужно неожиданно сразу. Взял со стола, разбежался. С двумя ногами в стул. Понимаешь, и сущность в виде гномика, она никогда... Она поймет, что ей здесь не рады. То, что ее не боятся, потому что она питается нашими страхами, да. С двух ног как влетел туда... Да, скорая, все, носилки, дурка, да, неважно. Главное, что, понимаешь, ты показал, что ты здесь сильный. Ты главный, ты дивергент, да. А он нет, а ты да. Другие видео Сидни показывают ее повседневную семейную жизнь. Так что эта нестандартная для нее ситуация искренне беспокоит зрителей. Так может, этот дом действительно населяют призраки? Начинается, может быть населяют, а может быть не населяют. А вот если перейти в первый комментарий в описании, там что? Правильно. Там можно сразу поставить на населяют или не населяют. Да, там кэфы, там все, там вот все по-серьезному, да. Партнеры наши оранжевые, да, что-то там, вин, что-то, не помню. В общем, комментарий первый внизу в закрепе, ты все знаешь, ты все можешь, ты сильный. Да, и я тоже, да, все, давай, мой хороший, спасибо за реки. В следующем видео автор подвергся леденящим кровь испытаниям, поскольку он пытается справиться с тревожной мыслью о том, что в его доме могут существовать жители из иного мира. Все эти видео он снимал на протяжении... Вы слышали недавно, Катя Лель? Не слышали? Нет? Вы слышали, что она заявила? Я еще говорю, что-то ее давно по телевизорам не показывают. Не слышали? А у нее все, у нее фляга свистнула, она говорит, я общаюсь с инопланетянами систематически. И за окном мы увидели свечение, все увидели свечение, после этого свечения однозначно понятно, прошло какое-то время. То есть там несколько раз существует, вот, она уже летала, она бывала на нескольких планетах. Ну, короче, в общем-то, да, друзья мои, я просто хочу сказать одно, мы против категорически всех запрещенных веществ. Это никогда не, на голову нормально не это. Поэтому, ребят, не летайте с инопланетянами, никуда, отказывайте им во всех контактах. Имейте контакты только с нашими подписчицами. Красивыми, замечательными, прекрасными. Которых у нас, кстати, на 2% больше стало. Да, могу. Года. Странные происшествия. Ну, как я тоже после стримов ВКонтакте. Стали настолько частыми и тревожными, что он решил установить несколько камер вокруг своего дома, чтобы попытаться поймать хоть какие-то доказательства того, что происходит. В этом первом видео мы видим, как в спальне происходит что-то жуткое. Ну что жуткое? Что, дверь закрывается? В конце концов, кажется, что дверь движется сама по себе. Подобная деятельность зафиксирована другой ночью. Окна в доме закрывать надо, бестолковый, и деятельность не будет фиксироваться. Кажется, жуткие события происходят не только в спальне. Смотрите. Чего? Какие? Где события? Это чего происходит? Да, и это пугающая сцена на кухне, которая действительно пугает зрителей до костей. Ну, одежда висит.
Наверное. Поначалу это может быть трудно разглядеть, но если мы замедлим воспроизведение и увеличим масштаб, вы можете увидеть что-то вроде призрачной фигуры, идущей мимо. Вот еще одно доказательство необъяснимого в его доме. На этот раз снятое одной из стационарных камер, расположенной в обеденной Вот это вот криповая вещь на самом деле, ну такое. зоне. Ну вот в это я верю, это бывает. Я, значит, давеча по телевизору видел, как крыса из унитаза вылезла. Да, сплинтер. И укусила, внимание, мужика в Питере, знаете за что? За мошонку. Что такое мошонка, не знаю, но видно больно было. Аккуратнее, аккуратнее. Мошонки подбираем, все подбираем. И это, вот так вот, если дверца это дрыгается, не надо. Не надо. Можно из окна пописать, да. А не ходить вот там вот все проверять. А то мало ли вылезет, укусит. Страшно, очень страшно. Однажды поздно вечером автор смотрел телевизор. Но без шуток, вот здесь вот может быть то, что за дверью. Обратите внимание, как он дверь открывает. Смотри. Оп! С правой стороны ничего не показывается. Возможно, за дверью кто-то стоит. Оп! Или показывает. Однажды поздно вечером автор смотрел телевизор, когда ему удалось поймать это на камеру. Ситуация накаляется, когда он слышит какие-то шумы, доносящиеся из своей спальни. Блин, на самом деле надо набраться просто смелости и делать вид, как будто ничего не происходит. Интересно, вот как привидение отреагирует? Прикинь, просто делаешь вид, что вообще ничего не происходит. Те знакомые приходят, друзья, кореша, там, знаешь, там, семью завел, там, я не знаю, любовницу, там еще кого-то. Все приходят и делают вид, что ничего не происходит. Ты представляешь, как обидно привидению будет? Оно же старается. Он палочкой крутит, швабру кидает. Представляешь? Заходишь, просто вот эта вот тряпка вот стоит. Вот так вот. Взял просто рядом, лег и все. Вообще даже, вообще, как будто вот ничего не случилось. Просто рядом лег, все, уснул, говорит, давай, ложись спать, не дури. Вот, и уснул. Представляешь? Представляешь, обидно как. А оно потеет, оно там ручкой дрыгает, ножкой дрыгает, тряпочку подвешивает. Представляешь? Потом к психотерапевту пойдет, да, депрессники начнутся, да. Очень, на самом деле, жалко. И замедлить Хорошая видео идея. можно вновь увидеть движущийся прозрачный силуэт перед тем, как корзина падает. Просто корзина вылетает, взял, говоришь, о, постирать хотел, спасибо. Взял, пошел, в стирку закинул. Но это же помощник, согласись? На самом деле, угарная тема. Следующее видео было снято. Вы знаете, я недавно фильм смотрел, называется «Джокер. Темный рыцарь». Безумно люблю актера на Джокере. В этом фильме просто гениально отыграно абсолютно. Но я не об этом. И вот там есть сцена, когда он, помните, к бандитам заходит, у него к пальцу такая веревочка привязана. И вот здесь на отвороте пиджака там висят подарки. Вот в такой квартире, я думаю, что я бы только так ходил. Просто у меня бы палец в колечке всегда бы был, и веревочка всегда привязана. Прям вот так вот. Прям сразу с пальцем вот так вот идешь по квартире. Да, а как по-другому?
Ну, потому что ты видишь, что происходит. Но вот это вообще непонятно на самом деле. Либо это кто-то так кадр наложил, либо я бы потом наложил, если бы такое увидел. Следующее видео. Что-то я не вижу там монтажа на самом деле. А где монтаж-то? Могу сослаться на статику картинки. Вот очень сложно, ну посложнее, давай так скажу, ладно, не очень сложно. Посложнее накладывать картиночку, когда она все движется везде. Вот это вот да. А как бы на статику... Следующее видео было В комментариях вас жду странный снято на момент. складе, где у отца есть хранилище, содержащее малоизвестные старинные вещи. Это хранилище жуткое, как и содержимое. Самое жуткое среди всех этих вещей – это игрушечная обезьянка, которая, как знает отец, стоит много денег. Хотя поначалу он не хотел продавать куклу, теперь он надеется, что кто-нибудь как можно скорее Чего? ее заберет. Сотрудники охраны этого склада жалуются на шум, исходящий оттуда. Говорят владельцу, что там кто-то живет. Установив камеру Обезьяна. на складе, чтобы показать, что вещи внутри разбрасываются сами по себе, он заснял вот это. Ну обезьянка Смотрите. играет, что непонятно? Как будто из фильмов ужасов, игрушечная кукла движется сама по себе. Персонал, работающий на складе, был просто в ужасе, как и владелец. Он считает, что это и есть виновник странных звуков со склада. Хотя У меня нет догадок. Для лески слишком странно движется. Хорошо, сослаться, допустим, окей, первое, что в голову приходит. Леска, проволока, галимые качества. Хотя покупателя на эту куклу еще не нашлось, мужчина продолжает снимать все, что Ну, если только леска и галимое качество, ну, что-то слишком она странно встает. там происходит. На данный момент был пойман только этот кадр. 18 марта Несколько веревок. И что-то слишком все это плавно. Кто в эту чушь верит? Слушай, я тебе так скажу. Ты знаешь, сейчас очень модно. Вот есть стримеры, которые такие: да, это все, да. Да, вы знаете, я вам так скажу, что я тоже вот такой же. Я тоже такой же, я ни во что не верю. Я вообще очень сильный, очень мощный. Да, до момента, пока я вот в тот лес не сходил. Я еще как-то что-то мог оправдать, мог сомневаться. Пару кадров у меня есть, где я, так скажем, наткнулся на определенные вещи. Но это все, ну, хоть как-то объяснимо. Хоть где-то, хоть чем-то это объяснимо. Но, как бы, когда вот в лесу в прямом эфире мы, как бы, вот я вот прям в лоб вот так вот бам, и как бы привет, да. Потом очень много вопросов, потом очень много поездок, потом вот это все. И как бы с того момента, вы знаете, я как-то потихонечку начинаю задумываться вообще о существовании всего. Просто лучше, мне кажется, туда не лезть. Даже если что-то увидел, сделай вид, что не увидел, и просто уйди в закат. Все, на коне, как бы как-то так. Да. 2024 года официант ресторана начинает паниковать, заметив на видео что-то очень странное. Работая в ночную смену в одиночку, он решил записать видео для друга. Он часто это делает, поскольку общение с друзьями помогает ему чувствовать себя менее одиноким. У меня тоже есть лучший друг в интернете. Но мы с ним виделись всего один раз. И вот недавно мы снова стали лучшими друзьями, мы очень сильно поругались, и потом мы снова помирились, и он сказал то, что, ну, я снова его лучший друг. Поэтому берегите друзей, да. Когда он И природу, работает в и друзей. ночную смену. Как и в любой другой вечер, парень записывает видео для друга. Смотрите. No, because I'm freaking out, guys. So I just Snapchatted my friend, right? And I like walked through.
alarm's going off. Типа сигналка сработала, но что-то я ему не особо верю. Хотя... So I was walking through here, and whenever you get right here, you can see something behind me. And короче, он говорит, каждый раз, когда я проходил мимо этого места, I did like a playback, я типа что-то видел. before I sent it to him, right? And I don't have the insurance, right? But I don't know. I'm just like, I'm gonna have to do something because I don't know. Just like I feel like I need to go to a doctor, but like I'm constantly just like nauseous, and I don't really know why. Like I have tried take. Why? Like I. Это не кадр. Это прям статика. Интересно. Но это прям статика. Tried take medicine for it and stuff, but I don't know. It doesn't seem like it really does anything. And then whenever I... Ну, в звуки я верю. В звуки я верю. Что хотите мне говорить после крайней, да, заброшки, получается. Потому что мы так и не смогли объяснить. У меня, кстати, остался до сих пор оригинал полностью звуковой дорожки с камеры. Мы так и не смогли. Я не знаю, что это такое. Ну, типа, у нас нет догадок вообще, потому что мы разбирали это в несколько человек. Разбирали со звукачом, вся команда наша, то есть это 5-6 человек. Я не смог объяснить, что это такое. Я правда, я не знаю. То есть, ну, может быть, в какие-то звуки я верю. Но, опять же, если есть звуки, почему не может быть и еще чего-то? Поэтому как-то так. Это вот разбор крайней заброшки, можете посмотреть. Это не байт, ничего, ну, на самом деле. Я не смог понять. Это, наверное, единственный момент, который я, правда, не смог понять. Потому что два звука одинаковых, пульс там 170 при статике. То есть я стоял на месте. Испугаться так, ну, не знаю, это можно инсульт словить. Такое. Под вопросом. Это видеосообщение он записывал своему другу, когда он заснял это. Кто-то или что-то стоит сзади него в темноте. Загадочная фигура едва видна, и мы видим, что он вот здесь. Присмотрите. Я просто не понимаю, что может быть. Эти кадры становятся более жуткими, когда мы повторно прослушиваем аудио. Можно услышать шепот, который трудно разобрать. Пугающее видео, появившееся на просторах интернета, заставило странный всех момент. нервничать. Подвал. Не подвал, а котельная. На видео мы видим, как отец и сын исследуют подвал своего дома, услышав необычные звуки. Поначалу все кажется неуместным. Вот тогда вдруг это происходит. Но это гон. Некоторые Да называют ну. это настоящей встречей с теневым человеком. Да, Сверхъестественные хорош! существа, которых Ага. можно увидеть только в мимолетных проблесках. Так это настоящее Да ну теневое нет, существо? ну это... Что думаете? Ой, да ну Недавно хорош! Это видео взбудоражило всех людей. И Мы видим фонариком жуткие даже на огни, него не парящие посветил. в ночном небе над Спануэмом, Вашингтон. Огни, видимые вдали в течение нескольких минут.
Это военные ракеты или падают с космоса инопланетные объекты? Что думаете? Недавно где-то метеорит влетел. Там чуть ли не как над Челябинском в свои года. Что-то, короче, тоже показали. Он там осветил так, что там народ весь в окна повылазил. Никто не понял, что произошло. Потому что просто как днем, глубокой ночью, прям бах. Я не помню вот где, но недавно мне где-то в ленте попадалось. Так что все, что связано с небом, с космосом, это черт его знает. А что хочешь, может быть, на самом деле. Это такое. Это непонятно. У меня нет догадок, что это такое. Ну странно, правда, что это. В следующем видео виден маленький ребенок, бродящий Не знаю, по что своей это. комнате после пробуждения. Если кто-то знает объяснение вот этому феномену или что это может быть, маякните, да, потому что, ну, вообще непонятно. Сейчас 19:00, и ребенок обычно не С просыпается детьми в это это самое время. стрёмное. Обычно, по словам матери, он спит мертвым сном до утра. Маленькие Но дети, по они не какой-то могут причине наигрывать. Он проснулся. Хотя Такие может маленькие, показаться, имею в виду. что это было просто обычным явлением, что-то происходит позже в этом кадре. Мать говорит, что этот инцидент определенно был Понятно, я же мамка. Так, дальше. странным. Вот что происходит дальше. На работу надо пойти дальше. На работу. Поработать надо, моя хорошая. Тогда инцидентов не будет. Да, сидят они, пузико свое отращивают. Давай-ка это, того самого. Давай поиграем. Тихо. Прошло всего 4 месяца с тех пор, как семья поселились в этом доме, и это произошло. В камере слышен голос, который определенно не принадлежал ребенку. Имейте в виду, что он еще не может говорить, поскольку речь ограничивается только лепетом. Но, как ни странно, в этой комнате слышен голос. Звучит как голос маленькой девочки, которая обращается к младенцу. Это видео было снято более 5 лет назад, Очень странно. но опубликовано только сейчас. Оно довольно жуткое. Такие маленькие дети, они не могут, ты им не можешь объяснить там, где там подыграть или еще что-то. Это, ну, типа, просто у них вот как есть, они так и покажут. Если они что-то видят, они просто пальцем покажут и все. Или обратят в это место внимание. Поэтому вот эти вот моменты с маленькими детьми, это самые криповые, мне кажется, что может быть. Автор видео Макс прогуливается по Странно. огромной части парка. Он находит вход в скрытый канализационный О, туннель. Пеннивайз! Вместе с другом решает исследовать этот туннель из любопытства. Но, как вы увидите позже, они пожалели об этом решении. Смотрите. Oh man, I'm gonna cut everything up. This is gonna be annoying. Hold on. Okay, so we got pretty far. Yeah, we got pretty far. That's the exit out there. So here's the manhole cover. You can kind of see it. Here's like a ladder. But yeah, we're pretty far. We're Ай, да, конечно, да, ага. Да. Да. Расскажешь, да. Да, папа не проведешь. Дойдя до Да. тупика, странные звуки раздаются из ниоткуда.
Прислушайтесь внимательно. Это звучит так, будто кто-то смеется вдалеке. Да. Ну, не знаю. На самом деле, вот в это не верю. Ну, вот тот вот с маленьким ребенком момент, и вот который, вот эти швабры, вот эта вся карусель. Вот опять два момента, которые заставляют задуматься. Вот. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте про Бусти, где есть все самые-самые свежие ролики. Там все просматриваем фильмы, просматриваем мы фильмы и аниме. Атаку Титанов сейчас смотрим. Так что всем приятного просмотра. Все, давай на связь.